Мужчины, здравствуйте! Всех приветствую у себя на канале. Приветствую моих постоянных подписчиков, гостей моего канала. Меня зовут Алла. И сегодня будет тема общего расклада: какая женщина скоро вам напишет. Расклад будет на два варианта, поэтому вы определяетесь с цифрой 1 или 2. И если один вариант не подходит, значит смотрите второй вариант. Если не подходят оба варианта, посмотрите мои другие видео на канале. Напоминаю для новичков, что этот расклад общий. Это не личное, не индивидуальное гадание для кого-то одного из вас. Этот расклад предназначен для 1000 людей. Поэтому ни в коем случае не принимайте никаких глобальных решений по общим раскладам на YouTube. Если у вас стоит какая-то сейчас серьезная ситуация, много вопросов, обращайтесь за личным гаданием. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp или в Telegram. И воспринимайте общие расклады скорее как некую сессию психотерапевтическую для того, чтобы лучше разобраться в себе. Но помним о том, что это не личное гадание для кого-то одного из вас. Моя любимая фраза: я надеюсь, что у меня на канале только умные мужчины. И поэтому, когда вы пишете, что это не про вас, я сразу понимаю, что у меня на канале появился неумный мужчина. Потому что я предупреждаю на протяжении всего сеанса, что это общее гадание, и оно не для кого-то одного из вас. Итак, поехали. Первый вариант. 6 жезлов. Так, ну давайте уточнять, что между вами на сейчас. Какие сейчас между вами эмоции? Слушайте, у большинства это будет ваша жена. Гражданская, сожительница или официальная жена. Так, ну смотрите, что могу сказать. Значит, кому подойдет этот общий расклад? Если на сейчас вы с женой не вместе, то есть в силу разных причин вы сейчас находитесь не вместе, вы редко встречаетесь, вы редко видитесь, вы не общаетесь полноценно, то есть вы не живете и не ведете, скажем так, полноценную семейную жизнь. Но при этом, при всем, женщина вас любит. Женщина, даже если сейчас, ну, например, может быть, война вас разъединила, может быть, кто-то из вас уехал по работе за границу. Ну, разные причины, почему вы сейчас не вместе. Как бы там у вас сейчас ни было, в любом случае, вот то, что вы сейчас не вместе, да, ваши отношения, скажем так, как тарелка, которая начала давать трещину. Женщина это понимает. Она понимает, и на самом деле она очень сильно по этому поводу переживает. Женщина на сейчас пока что не совсем понимает, вот в какую сторону развернется судьба, в какую сторону развернется вот то, что сейчас происходит между вами. Но при всем при этом Аркан Дурак и Рыцарь Чаш говорят о том, что женщина, даже если вы там поссорились, погрызлись капитально, женщина понимает, что она готова дать вам второй шанс. Женщина однозначно хочет с вами остаться в отношениях. Она готова на что-то закрыть глаза, вот на то, что произошло между вами. Она готова, знаете, как сказать, что так, все, мы сворачиваем вот эту страницу нашей жизни и идем дальше. То есть, по сути, она готова проехать вот то, что было между вами неприятного, и как бы заново начинать отстраивать ваши отношения. Да, погрызлись вы тут, конечно, хорошо, в кавычках хорошо. Тут много между вами осталось каких-то претензий друг к другу. Аркан Смерть говорит о том, что вы тут практически чуть не расстались вообще. То есть, слушайте, тут между вами происходили какие-то такие штуки в отношениях, когда женщина здесь, в принципе, понимала, что это финал. Но здесь мужчина пытался как-то эти отношения, вот те ссоры, скандалы, разрывы, которые были между вами. Здесь, видимо, мужчина, знаете, как пытался эти отношения спасти.
Здесь мужчина очень много прикладывал усилий для того, чтобы эта женщина все-таки не приняла вот это решение окончательно уйти. Какое-то время здесь мужчина больше пытался эти отношения исцелить, эти отношения вернуть, восстановить и так далее. Женщина в то время здесь почему-то была очень закрытая, очень холодная. Здесь выпала королева мечей, то есть эта женщина очень суровая по отношению к вам. Не знаю, что там у вас произошло, у каждого отдельно тут будут какие-то свои причины, по которым вы расстались. Повторюсь, расклад общий, поэтому я не могу для 1000 людей увидеть в общем раскладе, почему вы расстались. Поэтому здесь вначале мужчина хотел эти отношения вернуть, а потом уже подключилась женщина. Женщина здесь какое-то время страдала. Вот такое ощущение, знаете, что... давайте спрошу, насколько ты объективно вообще увидела ситуацию? Нет, ребят, смотрите, здесь абсолютно не объективно. Здесь все-таки у нее преобладали эмоции. Здесь женщина, знаете как? Она или услышала какую-то фразу, ну вот смотрите, у каждого из нас есть какие-то фразы-триггеры, которые у вас ассоциируются вот с какой-то болезненной ситуацией. Вот кто смотрел фильм «Назад в будущее», помните такой фильм? Помните, этот был там главный герой, не помню, как его там звали. Так вот, у него триггер был цыпленок. И вот когда его кто-то называл цыпленком, у него сразу падала штора, и он начинал сразу лезть в драку. И человек даже не понимал, что перед ним стоит соперник, который в 10 раз сильнее. То есть просто триггер цыпленок срабатывал так, что он становился неадекватным. То есть я привела вот этот пример к тому, что у этой женщины из общего расклада здесь тоже какой-то триггер. То есть, когда вы вот говорите какую-то фразу, и все, вот ее просто перещелкивает. То есть она меняется вообще вот визуально, она становится чужой женщиной, с ней что-то такое происходит, что вы даже можете пугаться таких состояний. То есть у нее, видимо, вот к той фразе, которую вы ей сказали, привязана какая-то там своя история, очень неприятна для нее. И женщина здесь не на вас даже разозлилась, а на тех людей, которые вот связаны с этим триггером, то есть с этой фразой или с каким-то вашим поведением, как вариант. Ну, то есть понимаете, да, что вы объективно могли извиняться, вы объективно могли понимать, что она не в своем уме, что она делает какие-то глупые вещи. А она здесь какой-то период просто страдала. Страдала, не готова была ничего обсуждать с вами, не мириться с вами, потому что вот здесь прям какой-то, знаете, как дыра у нее в груди была, в сердце, из-за вот тех фраз, которые вы сказали. То есть тут либо слова у кого-то отыграются, что вы сказали, они были триггерными, женщину прям вот порвала на куски, как говорится, либо какие-то ваши действия были для нее триггером, и это тоже вернуло ее куда-то в прошлое, с кем-то она вас сравнила, и она эмоционально была не в состоянии там извиниться, например, да, если она там что-то вот в ответ на ваши фразы, действия как-то повела себя неадекватно. И, соответственно, какое-то время, у кого-то месяцы, у кого-то здесь год даже может быть, у кого-то там неделями. Но женщина здесь однозначно, знаете как, вот ей нужно было пережить это время для того, чтобы понять, что вот эти ее состояния, они касаются не вас, они касаются каких-то других людей, и это не обязательно даже мужчины. Это может быть папа, брат, одноклассники и так далее, то есть кто угодно, начальник своей работы и так далее. Поэтому, да, она хочет вам написать и что-то вам вот в этой смс-ке или в письме, у кого как, да, она хотела бы вот что-то вам сказать. Ну, смотрите, интересно, она хотела бы вам сказать, что все-таки вы нужны. То есть вы как пара здесь выпадаете, видите? То есть несмотря на то, что тут у вас было все очень хреновенько, все-таки она вас видит парой. То есть вы видитесь как королева мечей, король мечей. Вот об этом бы она хотела вам написать, что она вас все-таки любит, и она хотела бы вас вернуть. Если вы не расстались, то она хотела бы с вами поговорить. Поговорить и как дать шанс этим отношениям еще раз. Ребят, напоминаю, что это был общий расклад.
Если он отреагирует процентов на 70, срезонирует, то это идеальный вариант. Если не срезонирует, ну так бывает. Не может общий расклад под всех совпадать. Так, идем второй вариант. Первый вариант. У кого срезонировало, пишитесь в комментариях. У кого не срезонировало, это значит был не ваш расклад. Писать об этом не нужно. Я это расцениваю как глупость со стороны мужчины, который это пишет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. А мы переходим ко второму варианту. У кого не срезонировал первый вариант, посмотрите второй. Может быть, этот лучше с вами срезонирует. Так, смотрим двоечку. Рыцарь Пентаклей. Ну, тут какая-то мутная история. Тут что-то у вас очень долго тянется, и никак это все не разруливается. Да, здесь какой-то лабиринт прям в ваших отношениях. Посмотрите, как тяжело все начинается. Десятка жезлов — это про то, что эти отношения, вот они у вас очень тяжелые, очень какие-то такие, знаете, истощающие. Если говорить здесь о женщинах, ну, почему говорю о женщинах? Потому что расклад общий, и у каждого из вас тут будет своя женщина. Здесь про то, что эти отношения очень тяжелые для нее. Как бы женщина здесь не видит варианта выхода. То есть в ваших отношениях создалась какая-то ситуация, из которой с ее точки зрения нет выхода. Женщина здесь такое ощущение, как будто, знаете, вот она и вправо, и влево, и так пыталась решить это, и так пыталась решить, и по-хорошему, и по-плохому. Но что-то тут вот у вас очень все сложно как-то в отношениях. В чем проблема? Она чувствует себя вот как будто, знаете, ваши отношения или как вот кто-то, знаете, сглазил, или кто-то здесь постоянно вам мешает. Ну, у кого как. То есть расклад общий, поэтому смотрите, у кого-то из вас здесь действительно сглазили ваши отношения. Здесь может быть даже, по сути, частично магия. Либо здесь человек с очень плохим таким глазом, как говорится, да, очень негативная энергетика. Человек вас просто сглазил действительно ваши отношения. Так бывает. Верите вы в это или не верите, но так бывает. Как говорится, не верить, вы не знаете, как работает электричество, да, розетка, но тем не менее вы этим пользуетесь, и это работает. Далее, у кого-то здесь может быть такое, что мать категорически против вас, именно мать женщины. Здесь может быть такое, что если, например, это ваша жена, то ваша теща, вот она просто в ужасных отношениях с вами. То есть здесь женщина, которая может вас глазить, желает, чтобы вы развелись с ее дочкой. Она здесь может с вами идти на какие-то открытые конфликты. Она здесь может вам в глаза говорить, что там она вас ненавидит, или что вы там не пара ее дочери, вот в таком формате. У кого-то может отыграться, что это ваша мать так относится к вашей женщине или жене. Ну, то есть, короче говоря, здесь вот очень много родственников, которые тоже препятствуют вашим отношениям. На самом деле, смотрите, карты мне говорят о том, что вот если бы здесь не вмешательство других людей, здесь на самом деле женщина очень хочет с вами быть в отношениях, причем в семейных отношениях. Здесь женщина видит себя с вами. Но вот у меня такое ощущение по картам, по общему раскладу, что вам как будто кто-то мешает. Знаете, вот как будто есть третий человек, который все время пытается вот как-то, знаете, рыть под вами яму, чтобы ваши отношения не просто распались. Еще как вариант, знаете, что может быть? Что это кто-то из ваших бывших. Вот есть такие бывшие, как мужчины, так и женщины, которые вот не дают просто прохода партнеру, который от них ушел. И, например, если вы ушли от своей бывшей жены, либо там любовницы, либо просто женщины, то эта женщина, она оказалась очень мстительной, очень какой-то подлой, очень какой-то такой неприятной женщиной, которая до сих пор, сколько бы там лет ни прошло после вашего расставания, вот она никак не может принять то, что вы от нее ушли. И она здесь вот где только можно, она вам везде вставляет палки в колеса. Здесь может быть такое, что она звонит вашей нынешней женщине, где-то ее выжидает в городе, чтобы с ней поговорить насчет вас. Здесь могут быть угрозы с его стороны. Ну, то есть, короче говоря, здесь либо это теща,
Либо это ваша мать по отношению к вашей женщине, либо это ваша бывшая. И вот эти люди, они действительно здесь представляют угрозу для ваших отношений. Потому что тут такое ощущение, что, ну, может быть, еще как вариант, но это уже маленький процент этого варианта, что это может быть чья-то взрослая дочь. Ее дочь взрослая или ваша дочь. И вот дочь эта, неважно, ваша или женщина этой, вот она прям категорически против этой пары вашей, против ваших отношений. Здесь может быть взрослая женщина, которой там 25, например, ну, то есть это для тех актуально, кому там уже за 40 с чем-то, да. То есть вот этот взрослый ребенок, он может действительно здесь стоять перед вами как стена, и вот эта стена, она реально вам мешает быть вместе. В общем, какой бы вариант здесь вам не подошел, жена, мать, бывшая или взрослая дочь, здесь суть в том, что кто-то из вас, вы слишком хорошие вот для этого родственника. Вы пытаетесь на двух стульях сидеть, понимаете? Ну, для родственника, либо для бывшей. То есть вы не хотите и там портить отношения, и хотите быть с этой женщиной. А так невозможно. То есть вы должны расставить приоритеты. С кем вы, на чьей стороне вы. Потому что если вы, например, на стороне своей матери, а не своей женщины, то тут в эту женщину потеряете, хотя она вас любит. Если, например, женщина выберет сторону своей матери, то есть вашей тещи, то тут вы уйдете, потому что это выдержать невозможно, судя по картам. Если кто-то из вас выбирает дочь, а не своего, скажем, партнера, мужа, либо жену, то, к сожалению, ну, слушайте, дочь что? У дочери будет потом своя семья, а вы потом останетесь друг без друга. Поэтому, ребят, кто себя узнал в этом раскладе, здесь вам нужно очень хорошенько призадуматься и поговорить с этой женщиной. То есть о чем она, собственно говоря, и хочет вам написать. Что вам здесь нужно выбрать друг друга, а не кого-то третьего, потому что, ну, между вами вот есть чувство, есть желание быть вместе, но вот кто-то третий из всех перечисленных вариантов, он против того, чтобы вы были вместе. И этот человек реально может здесь и магию применять, всячески какие-то подлости делать для вашей пары, подставлять вашу пару, всячески как бы какие-то рассорки делать, знаете, как испорченный телефон какой-то использовать. Вам одно скажет, а женщине другое скажет, и потом натравит друг на друга. Поэтому задумайтесь об этом и меняйте то, что возможно изменить. Это был, ребят, общий расклад, поэтому у кого срезонировал, напишите в комментариях. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал. Для личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram, отвечаю только в переписке. На этом всем хорошего вечера и всем пока.